Друзья, Привет! скоро наступает день весеннего равноденствия. И это не только астрономическое явление, но и во многих странах мира это праздник. В частности, в Азербайджане этот праздник называется Новруз-Байрам. И на этот праздник пекут очень много оригинальной выпечки и сладостей, и не только. Вот, например, шакер-бура в виде полумесяца. Эти сладости каждая что-то символизирует. Пахлава – это сладость в виде языков пламени. Шоргугал – это выпечка в виде солнца, потому что уже тепло рядом. И обязательным элементом стола является вот такое проросшее зерно, которое символизирует собой травку, новую жизнь, которая тянется к солнцу. В общем, это праздник весны. И называется это сямяни. Точно. Но мы сегодня не будем готовить все, на это уйдет слишком много времени. Тем более, что пахлава есть у нас на канале, смотрите. Шакер-буру мы приготовим как-нибудь, обещаем. Как-нибудь обязательно приготовим. Вот. Сегодня мы будем готовить шоргогал. Вот такие вот лепешки из слоеного теста. Но надо заметить, что это не сладкие лепешки, они скорее солененькие, даже немножко остренькие. Но, впрочем, смотрите видео до конца и все сами увидите. Поехали? Поехали. Сначала готовим тесто. В 125 мл молока добавим 1 чайную ложку сахарного песка и 1 чайную ложку сухих дрожжей. Перемешаем. Затем добавим 50 мл теплой воды, 100 грамм сметаны, 2 желтка, 80 грамм растопленного сливочного масла и все еще раз перемешаем. Теперь пойдет чайная ложка соли и чайная ложка куркумы. Перемешиваем и начнем по частям всыпать полкило предварительно просеянной муки. Каждый раз перемешиваем, и как только смесь станет более или менее однородной, добавляем следующую порцию муки. Муки может уйти чуть меньше или больше. Ориентироваться надо на консистенцию теста. Как только тесто соберется в один комок и перестанет липнуть к рукам, продолжим месить его на столе. Вот таким эластичным должно получиться наше тесто. Переложим его в присыпанную мукой посуду, закроем пищевой пленкой, накроем полотенцем и уберем в теплое место на 2-3 часа. А пока займемся начинкой. Чайную ложку фенхеля, чайную ложку зиры и чайную ложку соли измельчим в ступке. Можно взять готовые специи, молотые, но так начинка получается ароматнее. На сковородке смешаем 250 грамм муки и 50 грамм сливочного масла. Сначала делаем это руками, пока не получится вот такая крошка. Теперь добавим наши измельченные специи. Чайную ложку черного перца и чайную ложку куркумы. Перемешаем и отправим сковородку на плиту. Постоянно помешивая, поджариваем нашу смесь, пока она не приобретет золотистый оттенок. Все, начинка для шоргугалов готова. Возвращаемся к тесту. За 2 часа оно увеличилось в объеме в 2 раза. Видите, какое оно воздушное и эластичное. Немного еще помесим его на столе и разделим его на 6 частей. Каждую часть скатаем в шарик. Переложим их на тарелку
Накроем полотенцем и оставим минут на 20. Теперь самая трудоемкая часть процесса. Берем по одному шарику и начинаем его раскатывать, по необходимости присыпая поверхность мукой. Раскатываем в очень тонкий пласт размером примерно 40 на 40 сантиметров. Вот такой тонкий лист у нас должен получиться. Обильно смазываем лист растопленным сливочным маслом. Точно так раскатываем второй шарик. Теперь второй лист накладываем поверх первого. Листы могут быть не одинаковые, но они очень легко растягиваются. Выравниваем края и смазываем масло с поверхности второго листа. То же самое проделаем с каждым следующим листом. Раскатываем, перекладываем, растягиваем и смазываем маслом. Когда все 6 листов уложены, сворачиваем их по длинной стороне в рулет. Разделим рулет на 8 частей. Немного уплотним каждую часть и поставим их на попа. В каждой части сделаем углубление, чтобы получились вот такие стаканчики. Заполним каждый стаканчик начинкой. Теперь защипляем тесто сверху, придавливаем, превращая нашу заготовку в плоскую лепешку и откладываем вниз той стороной, которой мы делали защип. Когда все 8 лепешек будут готовы, накроем их полотенцем и дадим им отдохнуть минут 15. Выкладываем лепешки на противень застеленной бумагой для выпечки. Смазывать маслом бумагу не надо. Делаем в центре каждой лепешки небольшое углубление. Один желток смешаем со столовой ложкой молока. И смажем этой смесью все наши лепешки. Засыпем в углубление в центре лепешки немного черного кунжута или тмина. Отправим противень в духовку, разогретую на 180 градусов, минут на 30. Все. Наши шоргугалы готовы. Ну не прелесть ли? Переложим их на решетку и дадим остыть. Разрежем одну штучку. Вот какие получили шоргугалы. Рассыпчатые, хрустящие. Приятного аппетита! Ну что, настало время попробовать. И вспомнить детство золотое. Да. В детстве мы очень любили этот праздник, потому что было очень много сладостей после него. Люди ходили друг к другу в гости, и все приносили друг другу сладости. И яйца крашеные. Но особенно нам нравилось шоргугал утром на завтрак со сладким чаем. Это завтрак был гораздо вкуснее, чем бутерброды или яичница с помидорами. Тем более каша. Фу, только не каша. Ну что, приступим. Пробуем. Рассыпчатая. Хрустящий, сыпучий. Очень точно, сытно. как в детстве. Половинки шоргугала хватало для того, чтобы насытиться, наполниться энергией и целый день
Бегать по квартире. Бегать по квартире, как электровеник. Ну что, друзья, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать и фантазировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Угощайте своих любимых в такой прекрасный праздник замечательной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!